Здорово, арбузеры! Сегодня у нас будет интересный выпуск. Эта история стала вирусной в последние месяцы. Ее обсудили все, кому не лень. Даже Илон Маск оставил свой комментарий. И я тоже решил не оставаться в стороне. В первую очередь, потому что мне самому было интересно. Ведь это невероятная история с постепенным развитием сюжета. И всего бы этого не было, если вот эта девочка по имени Мэдди не открыла бы ящик Пандоры. Тут много отвратительных персонажей, и когда думаешь, что хуже быть не может, тебя снова шокируют. Мэдди решила обвинить своего отца, представив себя в роли жертвы, ведь ее папа не уделял ей должного времени. Это все вранье. В наше время модно изображать жертву, поэтому она скрыла свое обеспеченное детство и преувеличила отсутствие отца ради очков жертвы. Выпуск получился довольно длинный, поэтому заварите чайку и перейдем же сразу к делу. Я не особо старался над озвучкой, так что имейте в виду. Итак, я просыпаюсь в 6 утра, чтобы сделать кое-какую работу. Пью кофе, сажусь за стол, открываю компьютер, и что меня встречает? Но сотни комментариев, в которых меня называют отцом-неудачником, бросившим ребенка, и все возможные другие оскорбления. Я думаю, что же это такое? После нескольких минут расследования я обнаружил, что моя дочь Мэдди сняла видео обо мне. Она работает сценаристом в Голливуде. Она также является крупным авторитетом в социальных сетях с миллионами подписчиков. Некоторые из ее видео набирают миллионы просмотров. А это видео набрало десятки миллионов просмотров, миллион лайков, 20 тысяч комментариев, 40 тысяч закладок, 30 тысяч репостов. Это просто безумие. А мне пофиг. Поэтому я решил, что лучше посмотреть это видео. И, честно говоря, я был, мягко говоря, шокирован тем, что услышал. Но чем больше я смотрю это видео, тем больше оно мне нравится. Точнее, мне нравится около 98%. Однако, мне нужно исправить несколько утверждений видео. Но сначала давайте просто посмотрим 90-секундное видео Мэдди, а потом я дам вам свои комментарии. Какая у вас есть смешная травма? О, у меня есть одна такая. Я начну. Когда мне было 5 лет, мой отец покинул нашу семью, жену и 4 детей, чтобы уйти в мир любительского брейк-данса. Здесь необходим дополнительный контекст. Само собой, разумеется, я расскажу об этом в ближайшее время. Сейчас же вернемся к видео. И он был реально хорош в этом. Он был крут, он был как знаменитость и был вирусным брейк-танцором. Он был самым старым активным брейк-танцором в мире. Он участвовал в шоу «Доброе утро, Америка» и в ток-шоу, и Вашингтон-Пост писал о нем, и стал супер-вирусным, и он давал все эти интервью, и он танцевал с Полом Абдул. Сейчас покажу. Это 60-летний танцор брейк-танца. Да, 60 полных лет. Невероятно. Этот парень не стал оплачивать мои медицинские счета. Это неправда. Подробнее об этом через минуту. Самое ужасное, черт возьми, что он чертовски хорош в этом. Он не должен иметь так двигать своим телом, это просто невозможно. Эй, пап! Спасибо, Мэдди. Не было никакой раздельной опеки или чего-то в этом роде. Он просто оставил 4 детей, чтобы сделать это. Может, он не оплачивал некоторые мои медицинские счета, но он подарил мне эту майку. Так что это он. Он на своей футболке. Это же классная это майка. имя Брейкбоя, потому что его зовут Бен Хахард. Знаете, я получаю такие сообщения. С днем рождения, знак вопроса, а потом ссылки на его видео с брейкдансом. Это правда. Вот такая вот смешная травма. Настоящая смешная травма. Мне нужно было это услышать. Спасибо. Ладно, во многих отношениях мне нравится это видео. И, конечно, я люблю свою дочь Мэдди. И мы отлично ладим. По крайней мере, я так думаю. Но нужно нести несколько поправок. Или, по крайней мере, несколько вещей, которые нужно рассматривать в контексте. Во-первых, я понимаю, что в 5-летнем возрасте Мэдди воспринимает отца как бросившего семью. В один день я жил там, а в другой нет. И для ребенка это будет выглядеть как отказ от семьи. Но в Америке супружеские пары разводятся примерно в половине случаев. А я просто жил в мире или около того, вниз по улице Лагрэнж, штат Иллинойс. Мы просто не жили под одной крышей. Что касается неоплаты медицинских счетов, то это просто неверно. Финансовые условия развода были таковы. Мама Мэдди, моя бывшая жена, получила $2 миллиона сразу с порога. Единовременная выплата. Плюс я платил ей $18 тысяч в месяц на содержание ребенка и алименты.
Позже эта сумма была снижена до 12 тысяч долларов в месяц, и, конечно, я оплачивал медицинскую страховку и расходы на лечение. Я также вложил 600 тысяч долларов в фонд колледжа для детей. В общей сложности я выплатил бывшей жене около 5 миллионов долларов, чтобы покрыть расходы на нее и детей. И это в долларах 2005 года. Так что прибавьте 50%, чтобы учесть инфляцию. Другими словами, я вовсе не был отцом недотёпой. И, кстати, Мэдди не говорила этого в своем видео. Но многие комментарии предполагают это и говорят об этом. Конечно, Мэдди никак не могла знать, сколько я плачу, потому что она была ребенком. Об этом я не говорил. Не забывайте также, что я жил в мире от детей в Лагрэндж, штат Иллинойс. Тротуары на всем пути. Легко дойти пешком или доехать на велосипеде. Я постоянно видел детей. Я никого не бросал, просто развод. Был ли я виноват в разводе? Да, я бы сказал, что виноват примерно на 70%. Я это признаю. Мы с мамой Мэдди были несовместимы во многих отношениях. В чем-то мы были совместимы, а в чем-то нет. Жалею я о том, что женился на маме Мэдди? Нет, абсолютно нет. Если бы я не женился на маме Мэдди, Мэдди и трое ее братьев и сестер не появились бы на свет. Их бы не было. Дети получились замечательными. Мэдди окончила Северо-Западный университет и работает сценаристом в Голливуде. Старшая сестра Мэдди, Тори, партнер хедж-фонда на Уолл-стрит, и она богатеет. Младшая сестра Мэдди, Оливия, только что окончила колледж и преподает английский язык первоклассникам в Таиланде. Ее старший брат Питер получает степень магистра психологии. Я прекрасно лажу со всеми своими детьми, включая Мэдди, по крайней мере, мне так кажется. Так что с детьми все в порядке, несмотря на многочисленные папины недостатки. И еще одна небольшая поправка, о которой не решаюсь даже заикнуться, потому что мне нравится, как Мэдди сделала это в своем видео. Я не бросал семью ради брейк-данса. У меня есть карьера. Я занимаюсь рекламным бизнесом, построил рекламное агентство. Именно так я смог позволить себе выплатить маме Мэдди 5 миллионов долларов. Мы с мамой Мэдди разошлись в 2004 году, а в 2005 развелись. Я занялся брейкдансом совершенно случайно в 2012 году, как способ привести себя в форму в возрасте 54 лет. Затем я просто продолжил заниматься этим. Сейчас мне 66 лет. Теперь некоторые из вас могут задаться вопросом, может ли он танцевать в свои 66? Но я не знаю, давайте посмотрим, я попробую. Ладно, Мэдди, посмотрим, что получится у старика. Sem estudo, só revolta, não é nada arrombado. Não gosto do júri, vira jurado. Outra fita que eu falo do improvisado. Cês não escutam, pois cês têm o pensamento fechado. O sistema quer, cê não entende a parada. Que cê fale na batalha, na sua vida não faz nada. Na verdade, você não tem o sentimento. Cê fala que se apoia e faz porra pro movimento. Foda mesmo é que esses caras ainda pagam de bandido. Tá não sou do rap, mas ele me fez o escolhido. Pega a sua visão, que se ainda é menino, cê pisou em mina, por isso que mande foi fudido. Итак, итог таков. Сначала мне совсем не понравилось видео Мэдди. Но я был предвзят теми негативными комментариями, которые меня встретили в 6 утра в моих социальных сетях. Но чем больше я смотрел видео, тем больше оно мне нравилось. Ее видео, безусловно, правдиво, с ее точки зрения. Даже несмотря на некоторые детали. Несомненно, из-за того, что она услышала от своей мамы. И я действительно считаю, что это отличная история о том, что 54-летний парень бросил свою семью, чтобы заниматься брейк-дансом. Даже если это не совсем правда, с точки зрения фактов. Но, возможно, это говорит о большей правде. Правде, которая действительно правдивее, чем реальные факты. Это может стать очень забавным сюжетом для фильма. Так что, возможно, Мэдди снимет фильм о своем отце брейк-дансере. А еще, когда я пролистываю 12 тысяч комментариев к видео Мэдди, мне очень нравится большинство из них. Это уморительно. Вот несколько, которые я прочту наугад. Этот от Некеро. И она говорит, моя мама бросила меня в детстве, чтобы отправиться на ярмарку Возрождения через всю страну. Это от Мари. Я не знала, что мой отец лысый, пока моя мама не сбила его парик во время драки, когда мне было 10. Моя мама не знала, что он лысый до этого момента. А это от Браво. Моя мама умерла в неделю Дня Матери, а отец в выходные Дня Отца. Честно говоря, это так типично для них обоих. Это от Кловер. Мой отец пытался похитить меня, и у него закончился бензин, когда он преследовал нас. Теперь, изучив ситуацию, мы выяснили, что у нее не было ни квитанции, ни доказательств всех обвинений.
Между тем, отец доказал, что выплачивает миллионы долларов алиментов и присутствовал в ее жизни, когда показал кучу детских фотографий, на которых они запечатлены вместе. В остальном все было так. Он сказал, она сказала, но интернет был более склонен верить отцу, который казался более искренним, чем явно изголодавшийся по влиянию тиктокерша. Но оказалось, что Мэдди вернулась. Она выступила в подкасте и снова обрушилась на своего отца. В ответ на это Бен выпустил еще 2 часовых видео, в которых подробно рассказал о своей ситуации. И я немного посмотрел видео и скажу лишь одно, что это абсолютно преступно, то, что юридическая система сделала с этим парнем. Это абсолютно душераздирающая история о том, как его бывшая жена и дети отвернулись от него, и даже судья-феминистка, рассматривавшая дело, имела совершенно нелепое предубеждение против мужчин и несправедливо посадила этого парня в тюрьму. Как некоторые из вас знают, кто следил за этим, моя 24-летняя дочь Мэдди выпустила видео, в котором рассказывает всему миру, что я бросил семью. Не могла бы ты объяснить, чтобы мы немного разобрались? Конечно, давайте разберемся. Так что для тех, кто не знает меня, а это, вероятно, большинство, потому что я не знаменита. Миллион подписчиков! Мне вообще Но, к похуй. сожалению, я стала полузнаменита буквально в кругах ненавистников республиканцев. Недавно я сделала видео о своем отце, который покинул нашу семью, когда я была маленькой. И он стал довольно известным брейк-танцором. И видео получилось очень смешным, особенно потому, что мой отец ярый республиканец. Он большой поклонник биткоина и довольно странный тип. У него есть своеобразный культ последователей, и в этом новом видео, которое он опубликовал, он продолжает следовать своей уникальной манере. В выложенном видео он одет в футболку с биткоинами, за его спиной развивается американский флаг, и затем Илон Маск откликнулся на это видео, написав: «Ты крут, ты потрясающий отец, ты восхитителен, ты прекрасен». Так что все фанаты Илона Маска побежали за мной. Это был такой спорный момент. Итак, она начинает с того, что сразу же отметает любую критику. Конечно, во всем виноваты республиканцы. Давайте сразу переведем все в политическую плоскость, чтобы все были на моей стороне, чтобы все были на правильной стороне. Оказывается, люди на самом деле не так глупы, и нельзя случайно превращать в политику ситуацию, которая не имеет к ней никакого отношения. Конечно, это просто фанаты Маска, которые ненавидят ее. Она забыла пару слов добавить, типа «жена-ненавистники», «трансфобы», «гомофобы», «мегафоны», «кислофон», «спутниковая колонка», «6 консолей». Слушай, тебя только что обвинили, и у тебя нет ни одного доказательства того, что ты сказала. А у твоего отца на самом деле было множество доказательств всего, что он говорил. Интересно, по какой-то причине у многих людей есть странная критика того, что неполитический контент становится политическим. Так что, если бы мне нужно было свести все к минимуму, это просто глупый человек, говорящий глупости, независимо от того, на чьей ты стороне. А еще мне нравится, как она говорит, что это невинное видео, где называет своего отца нерадивым, который по сути бросил тебя, когда ты была ребенком, своей массивной базе фанатов-подростков-девочек. И это определенно привело бы к тому, что на него начнут наезжать и издеваться. Так что не нужно делать вид, что это было невинное видео. Она упомянула, что он не оплатил ее медицинские счета, но затем появился Бен под псевдонимом Бенни Хана с 10-минутным видео, где он отзывается довольно доброжелательно. Он утверждал, что после развода жил поблизости, регулярно оплачивал медицинские счета, выплачивал алименты и даже вложил около 5 миллионов долларов в фонд колледжа для покрытия образовательных расходов. И добавил, что часто видел своих детей, пока не росли, но признал, что с точки зрения его 5-летней дочери это могло выглядеть как отсутствие внимания. Однако, по его словам, это не совсем верный рассказ о том, как он относился к своей дочери. Затем Илон Маск вмешался, чтобы сказать Бену, что он крут. Я даже не знала. Это заставило меня задуматься о том, как с Беном обошлись в интернете. Люди обвиняли его в том, что он бросил семью, что он отец-неудачник. Справедливо ли обвинение в адрес Бена в интернете? Я много раз видела такие ситуации. Всегда оказывается, что существует другая сторона истории. Если бы Бен был менее яркой личностью или относился к этому менее доброжелательно, она бы все равно опубликовала это видео, зная, что он его увидит. Независимо от ваших мыслей о вызовах в интернете, мы можем согласиться с этим комментарием. Эти танцы сводят его с ума. Это действительно так странно и нелепо, будто я уже несколько месяцев работаю над сценарием по этому поводу. Отгораживаться от всего этого тяжело, особенно когда дело касается отцовских тем, потому что это моя реальная жизнь. Честно говоря, справиться с этим было труднее всего, потому что тяжело, когда люди в комментариях, которые ничего не знают о моей ситуации, высказывают свои мнения. И говорят, что твой отец классный.
Если бы ты не хотела споров, может, не стоило врать о своем отце в интернете? То есть притворяться брошенной и что тебе трудно расти со счетами и прочим? Когда тебе дали 5 миллионов долларов буквально ни за что. Это довольно неискренний способ описать ситуацию. Она ведет себя так, как будто все это внимание случайно свалилось на нее, и она не имеет к этому никакого отношения. Когда ты сама сделала первый ход, а он лишь защищался, и в процессе защиты ему пришлось тебя разоблачить, потому что это был единственный способ. И даже тогда он не сделал ничего особенного до твоей второй ответки, где ему пришлось приложить немало усилий. Так что после этого Бен опроверг обвинение в том, что он был незаинтересованным отцом. Как известно, одни только деньги не говорят о присутствии отца. В прошлый раз он предоставил несколько фотографий, подтверждающих его присутствие в ее жизни. В этот раз у него есть 5 минут записи квитанции, которые я вам покажу. Ладно, давайте посмотрим видео и узнаем, каким было детство моих детей. И посмотрим, какие были мои отношения с детьми, даже после развода. И даже после ужасных судебных разбирательств. С нами здесь Мэдди Харт, и она специалист по Ютубу. Сколько видео на Ютубе, Мэдди, ты сейчас имеешь? 54. И какова твоя цель? Я хочу стать партнером. Что это значит? Что тебе платят за создание видео. We're hauling out to sea here. We're heading over this sandbar. You're looking good. Here comes the big one. Yeah, Photoshop? Yeah. You want Photoshop? Yeah. We're having fun here at the Deep River Water Park in Indiana, just outside Chicago. It's the largest water park in the Chicagoland area. Hi, Maddie. Hi. So what are your reflections on the day? It was pretty good, except for this really mean lady. There was a mean lady, yeah. But we took care of her. It cost me All right. $5. Okay, any reflections on the day, Victoria? What did you get? What kind of ice cream did you get? Oh, I didn't get ice cream. We got funnel cake instead. You got what? Funnel cake? Funnel cake? Wow, that's pretty good. All right, so how would you summarize the day at the water park? It was pretty good. That lady was funny. How would you rate it? 9. A 9 out of 10? Where do you think it fell short? Keep going. Keep going. Keep going. Честно говоря, я думал, что справился с тем, как моя бывшая жена промывала мозги нашим детям. Я думал, что у меня прекрасные отношения с дочерьми, особенно после того, как они стали взрослыми. Все шло хорошо, думал я. Вот мы встречаем прошлое Рождество, 90 дней назад. Мы все прекрасно провели время. Мне даже казалось, что я прекрасно лажу со своей бывшей женой Бетси. В прошлом году я заехал к ней домой, чтобы забрать детей на ужин. Один из детей задерживался, гулял с другом или что-то в этом роде, поэтому Бетси пригласила меня зайти в дом, чтобы выпить бокал вина. 3 детей были там, и мы прекрасно поговорили. Очень приятно. Мы с детьми пошли на ужин, и все как всегда, прекрасно провели время. Я подумал, что тот факт, что Бетси пригласила меня в свой дом на бокал вина, это хороший прогресс. Я был воодушевлен.
Но теперь эта сага приняла более негативный оборот, и все признаки указывают на мою бывшую жену Бетси, как на манипулятора, как на отравителя колодца. Итак, это множество видеозаписей и видеороликов об отце, которого, очевидно, просто не было рядом, и, по ее словам, не принимал никакого участия в воспитании детей. Ты даже ужинала с ним 3 месяца назад. Об этом-то совершенно не упоминала Мэдди. А ведь это было 2 месяца назад, потому что эти разногласия возникли месяц назад. Так что это очень важная информация, я бы сказал. То есть, судя по тому, как она это изобразила, он как будто покинул ее, как только она вышла из утробы матери, и больше она никогда о нем не слышала. Хотя на самом деле он был рядом на протяжении всего процесса воспитания, несмотря на развод, и то, что его не пускала к ней его бывшая жена. Она даже подала ходатайство, запрещающее ему навещать ее, но он все равно нашел способ. Теперь очень быстро давайте поговорим о бывшей жене. Бывшая жена – это, пожалуй, один из самых злых людей в этой ситуации, не считая, конечно, кроме судьи. Потому что она пошла и манипулировала детьми, чтобы настроить их против отца. И она также выступала по телевидению, притворяясь борющейся с трудностями матери-одиночкой, в то время как на самом деле она получила от Бена 97% имущества, брака и миллионы за миллионами, миллионов долларов, что совсем не тянет на борьбу. Если вы мать-одиночка с 5 миллионами долларов, конечно, воспитывать детей может быть сложнее, но он буквально был рядом. С 5 миллионами долларов воспитывать детей может быть сложнее, но это не сравнится с реальными трудностями многих матерей-одиночек. Отец же был готов помочь в любой момент, несмотря на то, что его от этого отговаривали. Таким образом, она вводила в заблуждение всех, включая, возможно, и судью, чтобы разрушить жизнь этого человека. Вот что значит пройти через развод. Одинокая женщина с 4 детьми рассказывает о своем опыте. Она делится историями о своих жизненных трудностях, через которые ей пришлось пройти, в том числе на шоу Fox Friends и других публичных выступлениях. Это ее новая книга от Heart. Эти воспоминания о ее самых популярных моментах. Но знаете что? В процессе развода женщины и, разумеется, дети часто остаются без должного внимания. Да, это действительно так. Вы развелись в 2004 году. Как это было для вас? Но я была опустошена. Я очень этого не хотела. Это был не мой выбор. Но вдруг я оказалась с 4 маленькими детьми, которым только исполнилось 10. И я подумала, боже мой, что мне теперь делать? К счастью, у меня была замечательная сеть поддержки, я вела активную церковную жизнь и уже находилась на духовном пути с Богом. И тогда он использовал эту ситуацию, чтобы приблизить меня к себе. За эти 8 лет я многому научилась и сильно выросла. Я научилась преодолевать трудности и позволила своим детям видеть меня в моменты беды. Я не старалась притворяться, что это все замечательно, когда это не так, и позволила ему видеть мою боль. Это действительно трудно, не правда ли? Знаете, когда вы сами испытываете такую глубокую боль, а потом чувствуете, что должны оплачивать счета всех своих детей в то время, когда это очень тяжело для них. Как вы справляетесь со всем этим? Я думаю, что это нормально, позволять нашим детям видеть нас сломленными, потому что именно через сокрушение часто действует Бог. Когда мы признаем, что это очень тяжело, но продолжаем идти с Богом, это важный урок. Это может быть более сильным, я думаю, чем посмотрите на меня, у меня все в порядке, потому что в одном случае речь идет о Боге, а в другом обо мне. Я хочу, чтобы это было о Боге. И многие из этих колонок вошли в мою книгу. Немного предыстории, и в ней собрана воедино вся история о том, как делать мудрый выбор в отношениях. Как просить о том, чего мы, женщины, действительно хотим. Ага, давайте попросим о том, чего действительно мы хотим. 97% всех активов в отношениях. Я думал, что разводы происходят на равных условиях. 50 на 50. А еще мне нравится, как она постоянно упоминает Бога. Это действительно самая благочестивая женщина на планете. Играет жертву на телевидении, получив 4 миллиона долларов. Очевидно, что никто из тех, с кем она разговаривает или из новостей, не знает никаких подробностей ситуации. Нет ни малейшего шанса, что они стали бы ее подставлять, если бы знали, что она получила 4 миллиона долларов. Очевидно, что здесь не было проведено ни малейшего исследования. Так называемая борющаяся мать-одиночка. Да ладно, ребята, хватит уже. Итак, в следующей части Бен рассказывает о своих отношениях с семьей. Единственный человек, который сейчас с ним разговаривает, это Питер, его сын. Но дочери больше не хотят с ним разговаривать из-за промывания мозгов матерью. И сразу после того, как Мэдди выпустила это видео. В каждом видео, которое Мэдди выпускает, она говорит, что я бросил семью, и ни одна из моих дочерей не разговаривает со мной сейчас. Со мной общается только мой сын, Питер. Я передал Бетси 97% семейного имущества, оставив себе всего 3%. На деле же эти 3%, которые мне достались, были поглощены адвокатами. Я сделал это, потому что знал, что у меня есть бизнес, который я могу построить. И, конечно, я хотел, чтобы дети чувствовали себя в безопасности, чтобы они знали, что в финансовом плане им не о чем беспокоиться.
А деньги это не то, что меня когда-либо очень волновало. Я знал, что всегда смогу заработать. В любом случае, после того, как я разместил свое первое видео в ответ на видео Мэдди, Бетси написала мне длинное текстовое сообщение, полное язвительных замечаний. Она спрашивала, почему я использую преувеличенные цифры в том, что касается алиментов, содержания детей, расходов на колледж и других расходов за эти годы. Затем у меня состоялся текстовый разговор с моей старшей дочерью Тори. Я сказал: «Эй, Тори, позвони мне, когда у тебя будет возможность». Тори ответила: «Привет, папа, я люблю тебя, но не сейчас». Пришло время прекратить общение. Видео, которое ты выложил, полно лжи и просто тянет за собой маму и Мэдди 20 лет спустя, а ты просто позволяешь этому происходить. На данный момент я дистанцируюсь. И я ответил: в моем видео не было лжи. Мэдди опубликовала нападки на меня, которые видел мой клиент. У меня не было другого выбора, кроме как ответить. Я попросил Мэдди убрать видео. Она отказалась. Ладно, этому парню придется иметь дело со своими дочерьми с промытыми мозгами, которые теперь отдаляются от своего отца, возможно, единственного человека, которому они действительно важны. Теперь, что касается цифр, сколько денег было выплачено при разводе, он подробно рассказывает об этом, предоставляя кучу доказательств, кучу квитанций, даже ссылки и все такое. Что касается того, сколько именно получили мать и дочери, скажу лишь, что, по моему мнению, это составило около 4 миллионов долларов. Мужик был на расхват, и они получили все. На самом деле, он согласился выплатить все свои активы, плюс еще 100 тысяч, потому что у него все еще был бизнес, и он думал, что сможет это заработать. Но оказалось, его жена торпедировала его бизнес, вызвав в суд всех его клиентов и попросив его явиться в суд. Никто из его клиентов не захотел иметь дело с этой головной болью, поэтому они практически бросили его, из-за чего он не смог выплатить обещанные 100 тысяч. И поскольку не смог найти эти деньги, он фактически попал в тюрьму за это. Хотите верьте, хотите нет, но его приговорили к году тюрьмы за это. Я не могу поверить, что это реальность. Это самое коррумпированное, безумное дерьмо, которое я когда-либо слышал, видел, блин. Так что я вернулся и пересмотрел цифры, и оказалось, что я согласился выплатить Бетси 1,8 миллиона долларов по окончанию брака, то есть 1,8 миллиона с самого начала. Однако, мне не хватило 100 тысяч долларов для той суммы, на которую я согласился. Об этом подробнее чуть позже. А Бетти и дети в итоге получили более 4 миллионов долларов, включая вышеупомянутые 1,8 миллиона долларов и 618 тысяч долларов на обучение детей в колледже. Ниже я привожу ссылку на отчетность в формате PDF. Эта отчетность – это непосредственно из судебного дела 2016 года, одного из многих судебных сражений, в которых я участвовал вместе с Бетти. И каждый волен оспаривать, но я думаю, что он довольно точен. Итак, Бетти и дети получили чуть больше 4 миллионов долларов, а не 5 миллионов, как я подсчитал по памяти в первом видео. Так что это моя ошибка. Итак, общая сумма составила 4 миллиона долларов. Давайте просто изучим этот старый лист. Имущество, полученное Бетти на дату развода в 2005 году, составило 1,8 миллиона долларов. Затем мы получили 25% пенсионных средств. Мы также учли алименты для Бетти 400 тысяч долларов в месяц на основную поддержку, умноженной на 87 месяцев. 350 кей, прекрасно. Ежемесячная выплата за полистрахование жизни составляет 1000 баксов. Прекрасно, прекрасно. Общая сумма алиментов, которую должен выплачивать Бен, составляет 732 тысячи. Питер, Тори, Мэдди и Оливия получают эти средства до достижения 18 лет. Из этой суммы Мэдди приходится солидные 140 кей. Кроме того, на медицинские расходы и страховку ушло еще 100 тысяч долларов. Прочие расходы на детей, не связанные с алиментами, составили 200 кей, включая поездки, одежду, спортинвентарь, рестораны, водные аттракционы, ролики, кино и прочие развлечения. Действительно ли они имеют право на все эти расходы? Итак, общая сумма составила 4 миллиона долларов, из которых 22 штуки уходят ежемесячно. Не знаю, ребята, как вы думаете, но по моему мнению, воспитать 4 детей действительно затратно. Однако вопрос остается, действительно ли необходимо 4 миллиона долларов для семьи, чтобы выжить? Как это вообще справедливо? Насколько я понял, даже в самых худших случаях разводы были 50 на 50, так что вы можете спросить, почему 97% и 3? 3% имущества, которое получил Бен, были истрачены на оплату услуг адвоката, так что в итоге он остался ни с чем. Фактически, его финансовое положение стало еще хуже, так как он задолжал дополнительные 100 тысяч долларов. На самом деле, Бен согласился на все это без всякой причины, просто как хороший парень. Он надеялся, что дав ей много денег, она отстанет от него.
Однако это не помогло, а напротив, сделало его жизнь 100 раз хуже. Но вернемся к заявлению Мэдди. Представьте, что ваш отец ничего не внес в ваше воспитание после того, как увидел все это дерьмо. Даже в своем ответном видео она сказала: «Я не уверена в финансовой ситуации, я не обращала на нее внимания». Что ж, Мэдди, пришло время обратить внимание. Невероятно, но твоя жизнь полностью финансировалась, и ты жила в роскоши благодаря усердной работе твоего отца. И теперь ты говоришь, я не обращала внимания на эту часть? Это действительно поражает. Конечно, на это можно возразить, что деньги это хорошо и все такое, но они не компенсируют отсутствие полноценного отца в доме. Но не забывайте, что я живу рядом с детьми в Лайк-Рейнже чуть больше, чем в миле. Затем, в 2011 году мы купили дом в Улбруке, штат Иллинойс, что в 8 минутах езды. А в 2012 году Бетси снова вышла замуж и переехала примерно на час севернее, в пригород Норт-Шор. К этому времени дети уже подросли. Питер учился в колледже, Тори была старшеклассницей, Мэдди тоже училась в средней школе, Оливия училась в средней школе. Я совершал часовую поездку на север хотя бы раз в неделю, чтобы повидаться с детьми и встретиться с теми, кто хотел пообщаться. Часто это были только я и Питер. Девочки, как правило, хотели провести время со своими друзьями. Девочки-подростки обычно не хотят проводить время с родителями. Они хотят проводить время со своими друзьями, но иногда они приходили со мной и Питом, и казалось, никаких проблем не было. Хорошо, итак, сторонники Мэдди утверждали, что деньги не важны, что важно – это присутствие отца. Но ирония заключается в том, что это Мэдди. Та, кто отказывается от общения, а затем утверждает, что ее отец никогда ее не посещал. Фотографии и видео подтверждают, что он присутствовал в вашей жизни все это время. Конечно, фотографии не могут отразить каждый момент за 10 лет, но сравнивая ваши доказательства, которые на самом деле мало что значат, с теми, что представил он, становится ясно, что его слова намного правдивее. И судя по ее словам, она похожа на дочь, которая избегала отца. Возможно, потому что мать навеивала на нее плохие мысли об отце. Мне кажется, нам нужно включить Пита в разговор. Мне необходимы его показания. Он единственный, кто, как мне кажется, не поддался влиянию разочарованной бывшей жены. Возможно, он сможет прояснить ситуацию. Я также согласился передать Бетси практически все супружеское имущество. Я остался с ни с чем после развода, с 3%, которые превратились в 0 после того, как я заплатил адвокатам. И, конечно, я согласился на все это и сказал вам, что совершил буквально все ошибки при разводе, которые только может совершить человек. Я думал, что отдав Бетси 1,8 миллиона долларов с самого начала и оставив себя ни с чем, я смогу обрести покой. Вау. Неужели я ошибался? Все говорили мне, что я безумец, что соглашаюсь на такое. Но я хотел, чтобы Бетти осталась дома, как и раньше. Мы согласились, что так будет лучше для детей. Я хотел, чтобы у детей была мама дома, когда они приходят домой из школы. Я не хотел, чтобы Бетти работала, пока дети еще маленькие. И я не беспокоился о деньгах, я был уверен, что всегда смогу заработать. Ладно, честно говоря, мне кажется, что у этого мужика золотое сердце. Похоже, он действительно хочет лучшего для своей бывшей жены и детей. И он готов пожертвовать всем, всей своей жизнью, всем, ради чего он работал, всеми своими деньгами и даже сесть в тюрьму. Только чтобы они могли жить хорошо. Даже если они поливают его грязью, он абсолютно бескорыстен. И это подтверждается документами, потому что никто не может заставить его разделить 97% акций. Это буквально вся его щедрость. И вот что он за это получил. Вот это да. Правосудия действительно не существует. Я также не предполагал, что Бетти переедет в Иллинойс с детьми. Практически сразу. Я не могу переехать в Иллинойс сразу же. Она сразу же продала дом, собрала вещи и детей и уехала в Иллинойс. С концами. Вау. Я также не предполагал, что Бетти выдаст повестки всем моим клиентам, чтобы выяснить, не скрывали ли от нее деньги и имущество. Другими словами, хотя я согласился отдать ей все, она этому не поверила. Она думала, что можно найти еще деньги, которые я где-то прячу. Или скрытые источники дохода, о которых она не знала. Поэтому она вызвала в суд всех моих клиентов. Ее адвокаты хотели допросить моих клиентов. Из-за этого я потерял большую часть своего бизнеса. Ни один клиент не хочет быть вовлеченным в бракоразводный процесс или быть допрошенным. Из-за этого мои клиенты быстро исчезли. И вот она снова это делает. В связи с этим видео с Мэдди она снова обзванивает моих клиентов, пытаясь разрушить мой нынешний бизнес. Так же, как это ей удалось в 2004 и 2005 годах. Итак, Бетти мгновенно переехала из Вирджинии в Иллинойс во время раздельного проживания, еще до того, как был оформлен развод.
А я совершал поездку в Иллинойс примерно раз в месяц или раз в 6 недель, чтобы увидеться с детьми. План состоял в том, чтобы делать это до тех пор, пока я не окажусь в финансовом положении, чтобы иметь возможность переехать в Иллинойс. И, конечно, к тому времени я был на мели, я только что позволил Бетти получить все имущество, нажитое в браке. И этот мужик переживает Третью мировую войну. Так что все деньги достали жене. Хорошо, 97%, не все. Чтобы использовать эти деньги и мгновенно переехать в другое место, подальше от Бена. А у Бена здесь не было денег, потому что он отдал все ей. У него не было средств, чтобы переехать поближе к детям. Это объясняет, почему он не мог регулярно навещать их в течение 2 лет или около того. Но даже тогда он навещал их и ездил туда-сюда каждый месяц или около того. Но жить там он не мог, потому что у него буквально больше не было денег. Ему пришлось зарабатывать деньги, и только тогда он смог переехать обратно поближе к своим детям. Кто-то буквально перевернул жизнь этого парня, и он все еще на плаву. Эта злая жена украла его детей, лгала им, манипулировала ими всю жизнь, забрала его деньги и сбежала, а потом подала на него в суд, чтобы он не видел своих детей, а затем попытался высосать из него еще больше после всего этого. Она пыталась вызвать в суд его клиентов или что-то в этом роде, и продолжает это делать по сей день. Какого черта? Этот мужик пережил больше, чем способен вынести обычный человек. Большинство мужчин или женщин, вероятно, не справились бы в такой ситуации. Это просто жестоко и невыносимо. И чтобы вся его семья получилась против него, когда он... Боже... Не волнуйтесь, ребята, вы думали, что все кончено? Нет, 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 все становится еще более душераздирающим. Если вы думали, что все недостаточно плохо и мир не разрушил волю этого парня к жизни, то появление нового персонажа, коррумпированного судьи, который буквально ненавидит мужчин, и злобной бывшей жены, это та комбинация, которая способна уничтожить любого. А еще не работающая правовая система, которая отдает предпочтение жене и разводам. Приготовьтесь к самому большому коктейлю из дерьма, который вы когда-либо видели. Я только что позволил Бетти получить все супружеское имущество, 97%. Помните те 1,8 миллиона долларов, которые ей причитались при заключении брака в 2005 году? Так вот, мне не хватало 100 тысяч долларов. Я согласился дать ей еще 100 тысяч долларов, в дополнение ко всем нашим супружеским активам. Я не смог выплатить их, потому что, помните, она разрушила мой бизнес своими судебными исками. Поэтому она и ее адвокаты подали так называемое ходатайство в суд. Ходатайство о предъявлении иска. Что такое ходатайство о предъявлении причины? Это значит, что я должен доказать, что не нарушаю суд. А если я проявляю неуважение, то есть если я не заплачу, не выплачу 100 тысяч долларов, меня могут посадить в тюрьму за неуважение к суду. Так что я пришел в суд на слушание по делу. На тот момент у меня не было адвоката, потому что у меня закончились деньги, и я больше не мог платить адвокатам. Поскольку Бетти торпедировала мой бизнес своими повестками в суд всем моим клиентам, этой судьей была женщина по имени судья Лесли Олден. Как только она взглянула на меня, я сразу понял, что мне крышка. У нее были мои налоговые декларации и банковские выписки. Ей показалось, что я зарабатываю довольно много денег. Но это было до того, как мои клиенты ушли изо всех повесток Бетси, которые приходили в их офисы от юридической команды Бетси. Она стала кричать на меня. «Когда вы выплатите миссис Харт 100 тысяч долларов, которые вы ей должны, мистер Харт?» произнесла она судейского места. Она говорила точно так же, как судья Джуди по телевизору. Я ответил: «Как только смогу, Ваша честь. Мне нужно восстановить свой бизнес». Судья Олден снова спросила меня: «Когда вы заплатите миссис Харт 100 тысяч долларов, которые вы должны ей, мистер Харт?» Я ответил: «Как только смогу, Ваша честь. Мне нужно восстановить свой бизнес». Она спросила меня еще раз: «Мистер Харт, когда вы заплатите миссис Харт 100 тысяч долларов, которые вы ей должны?» Я ответил, что не знаю, что еще сказать, кроме того, что я заплачу ей деньги, как только смогу. Следующими ее словами были: «Судебный пристав, передайте мистера Харта под стражу шерифа». Меня не очень волновали деньги, когда я позволил своей бывшей Бетти получить все, что она хотела, но тогда я точно не отказался бы от 100 тысяч долларов. Вот урок. Легко петь кумбая, дать миру шанс и сказать, что тебе плевать на деньги, пока они тебе не понадобятся, чтобы не попасть в тюрьму. Как можно саботировать его клиентов, заставляя их являться в суд, чего никто не хочет делать, а потом они, очевидно, отказываются от его услуг? Вот это действительно недобросовестная тактика. Я не думаю, что это незаконно, но это крайне нечестно. Мне кажется, что это должно нарушать какие-то правила, потому что от этого мужчины требуют заплатить деньги, которых у него буквально нет.
Он уже дал гораздо больше, чем требовалось. Поэтому, мне кажется, судье следовало бы почувствовать стыд за свои действия. Я не знаю, как она могла это допустить. Оказывается, то, что произошло дальше, было еще хуже. Судья даже не предупредил человека о том, что его посадят в тюрьму на год. Он узнал об этом позже. Я уверен, что это должно быть незаконно. Меня усадили и пристегнули наручниками к металлическому стулу рядом с офицером, который вводил данные в компьютер. Он поднял мое досье. Он посмотрел на меня и сказал: «Вау! Что ты сказал этому судье, чтобы получить год тюрьмы?» Подождите, что я сказал? Я здесь на год? Что? Судья Олден никогда ничего не говорил об этом. Все, что она сказала, было: судебный пристав возвращает мистера Харта под стражу шерифа. Это было все, что она сказала. Она никогда не упоминала о годе в тюрьме. Офицер читал с экрана. Ну, вот что здесь написано. Вы получите 1 год тюрьмы за неуважение к суду. Здесь говорится, что вы должны 148 тысяч долларов своей бывшей жене. Как вы просрочили выплату алиментов на 148 тысяч долларов? Спросил офицер. Я сказал: но это не совсем алименты. Я выплатил своей бывшей почти 1,7 миллиона долларов в виде активов, которые у нас были, то есть практически всем нашим имуществом. Но я все еще должен 148 тысяч долларов, чтобы довести общую сумму до 1,8 миллиона долларов наличными с самого начала. Я также согласился выплачивать ей 12 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов. В общем, мне не хватает 148 тысяч долларов для немедленной выплаты. Офицер смотрит на меня. Какого черта вы согласились на все это? Кто судья в этом деле? Спросил офицер. Я ответил: судья Лесли Олден. О, это все объясняет, сказал полицейский. Да, это судья, она действительно ненавидит мужчин. Хорошо, она не должна занимать такую властную позицию, как судья, если она такая открытая сексистка. Если она и так несправедлива и не смотрит на факты дела, не принимает корректного решения. Этот мужчина выплатил 4 миллиона долларов, а вы говорите, что ему не хватает еще 100 тысяч? Это абсолютно отвратительно. Я не понимаю, как такое возможно. Очевидно, что она грустный, жалкий и озлобленный человек и пятно на юридическую систему. Затем меня приковали к 12 другим заключенным и повели в наш блок камер. Моим соседом по камере оказался индеец Чероки, который рассказал, что был осужден за 47 преступлений, последний из которых – покушение на убийство. Но мы прекрасно ладили. Так что, похоже, судья Лесли Олден действительно хотела послать мне сообщение. Это была не программа освобождения от работы для ненасильственных преступников. Она посадила меня в самую страшную тюрьму в округе Фарфокс. По-видимому, на год, и она действительно была подземной. Там не было окон. В тюрьме округа Фэрфакс содержится около 1800 заключенных. Очевидно, поэтому судья Лесли Олден приговорила меня к 1 году. Это максимальное количество времени, которое можно провести в окружной тюрьме, и они должны перевести вас в тюрьму штата. «Кто был этим судьей?» – спросил начальник тюрьмы. «Судья Лесли Олден», – ответил я. «Это все объясняет», — сказал начальник тюрьмы. «Она настоящая мужа-ненавистница. Похоже, ты действительно разозлил ее. Если это правда, то это какая-то инсценировка. Это как в кино. Надо менять законы и сделать их более справедливыми. Это психологическая пытка и психическое насилие, через которое этот мужчина проходит». Ладно, давайте перейдем к следующему разделу, который довольно сложен. Так что я быстро объясню, не показывая все 20 минут видео. Этот мужчина оказывается в очень плохой тюрьме, с очень плохими людьми, где он проводит около 5 дней. Заведующий тюрьмы приходит к нему, выслушивает его историю и осознает, что судья поступила с ним несправедливо. В результате он связывается с судьей, и Бена переводят в более подходящее место. Он написал письмо и в конце концов через 5 дней был освобожден из тюрьмы. Однако он продолжал ежемесячно выплачивать своей бывшей жене 12 тысяч долларов на покрытие кредитных карт и других расходов. Вышедший из тюрьмы без средств к существованию, он был вынужден брать кредиты, чтобы справляться с финансовыми обязательствами. В итоге он развернул онлайн-бизнес, нашел способ заработать необходимые деньги и в конце концов смог избавиться от финансовых затруднений. И после уже он объясняет, как жена его сильно ненавидела. Медицинские расходы охватывают не только стандартные медицинские услуги, такие как лечение переломов, но и расходы на психологические консультации, терапию для детей, а также покупку очков, контактных линз, брекетов и других необходимых медицинских принадлежностей. И все это не покрывалось страховкой. Бетти также, казалось, любила увеличивать ненужные медицинские расходы, просто чтобы задеть меня. Постоянно водила детей к врачам, которые не входили в сеть и не покрывались страховкой. В 2016 году прошел судебный процесс по этому вопросу, что увеличило общие расходы. В итоге месячные выплаты превысили 12 тысяч долларов, а Бетти получила защитный ордер.
Бетси подала ходатайство о запрете на посещение, а также санкция, что стало частью более широкого процесса. Эти судебные инициативы обошли с нее дополнительные $30 тысяч. Цель Бетси заключалась в том, чтобы я вообще не мог видеться с детьми. И дети, конечно же, не понимали, что происходит. Для них это выглядело так, будто я их бросил. Им показалось, что между мной и Бетси произошла потасовка возле ее дома. Бетси, вероятно, утверждала, что я пытался затащить ее в машину, предположительно с целью похищения. Это не имеет никакого смысла. Дети, конечно, не имели представления о всех этих юридических баталиях и о том, как я боролся финансово и в судах более 2 лет, чтобы восстановить свое право, как отца, на отношения с детьми. Это безумие, как можно манипулировать фактами, все время кормя ложью на протяжении многих лет. Честно, будучи ребенком этого человека, я бы его ненавидел. Ведь моя мама, которой я верю больше всех, лгала бы мне каждый день. Если слышать ложь слишком часто, начинаешь в нее верить. У детей не было понимания денег. Даже Мэдди, будучи взрослой, не понимает, как $4 миллиона могли помочь ей. Она не осознает, что даже после всех доказательств и разумных объяснений отца, в конце концов, он готов отдать ей свое наследство, если она просто извинится. На данный момент я многократно оправдал ее, и да, можно сказать, что дочь – жертва обманов ее матери. Но теперь, когда дочь взрослая, она должна быть способна самостоятельно анализировать ситуацию. Странно, что только Питер понимает сложности отца. Почему она не видит общую картину? Это кажется извращенным, потому что экс-жена создает образ отсутствующего отца, хотя он все это время старался поддерживать связь с детьми. Как можно обвинить его в отсутствии, если она сама препятствовала его встречам с детьми? Он пытался навестить их, несмотря на то, что она уехала и забрала все его деньги, что фактически лишило его возможности следовать за ними. Это абсурд. Сначала ты забрала его деньги, потом посадила его. Это безумие. Это я недавно узнал. Насчет Мэдди. На самом деле, этот ужасный отец оплачивал аренду ее квартиры, купил ей машину и дал ей $5 тысяч наличными, чтобы она могла начать свою жизнь после окончания учебы. Затем она потеряла работу во время забастовки сценаристов, и он оплачивал ее аренду до окончания забастовки. Она сделала свой первый ТикТок вскоре после того, как он перестал финансово ее поддерживать. Она производит впечатление очень избалованного ребенка. Надеюсь, что Бен теперь найдет свое спокойствие. Замечательная новая жена, которую он очень уважает. Вместе создали удивительную историю, которую вы можете посмотреть на его канале. В любом случае, какая история? Напишите в комментариях, что вы думаете. Читаю их, как всегда. И до скорой встречи. Берегите себя, мои дорогие. Tila nagulat ang mga talukat ng mga palad ko ang sumulat. Mga inungkat ko na sugat, kasabay ng pagkamulat, to'y inulat.